Привет! Сегодня мы начнем делать собственную игру. Мы будем использовать язык Python. И игровой движок Pygame. Тайм-код и полезные ссылки находятся в описании к видео. Небольшое отступление. Сначала вам нужно установить Python с официального сайта. Я использую Python 3, а не 2, потому что так привык. После установки вам нужно загрузить Pygame. Нажимаем клавишу со значком Windows и клавишу R. В открывшейся командной строке вводим следующий текст. Жмем Enter и ждем, пока загрузка и установка завершатся. Игра — это сложный проект со множеством файлов, поэтому я хочу рассказать об организации файлов игры. Структура проекта представлена на картинке. Есть главная папка проекта. В ней содержатся еще 3 папки. Это папки Docs, Res и Source. В папке Docs мы будем хранить вспомогательные файлы. Я обычно держу там текстовый файл с идеями, которые хотелось бы внедрить в игру. Также я записываю, какие функции игры я бы хотел изменить. Повторюсь, игра — это сложный проект. Вы будете делать ее не один день, поэтому полезно где-то хранить эту информацию. В папке Res мы будем хранить спрайты и звуки для игры. Наконец, в папке Source мы будем хранить все файлы с кодом. Эти файлы называются скриптами. В каждой из папок вы можете создавать папки для вашего удобства. Например, отдельные папки для спрайтов и звуков, отдельные папки для скриптов, описывающих разные игровые объекты. Такой подход поможет вам структурировать проект и не устраивать из него свалку. Поначалу будет сложно его придерживаться, но со временем вы привыкнете. Перейдем к созданию простейшей игры на Pygame. Сразу скажу, что я использую текстовый редактор Sublime Text и стандартные IDE для тестирования. Вы можете писать и отлаживать код в других программах. Например, мощный IDE PyCharm, который можно бесплатно скачать с официального сайта. Еще можно использовать Visual Studio Code, Atom и Genie. Они также бесплатны. Вернемся к игре. В Sublime Text создаем новый файл. Во вкладке View находим вкладку Syntax. И из списка языков выбираем наш любимый Python. Теперь Sublime будет подсвечивать разными цветами структуры языка Python. Сразу сохраним наш скрипт в папку Source. Файл назовем main.py. Сначала импортируем Pygame. Теперь создаем главную функцию всей игры. Обзовем ее main. Она будет состоять из 2 частей. Первая часть будет запускать игру, создавать игровые объекты. Вторая часть — это игровой цикл. Он будет рассчитывать для нас игровые кадры, а затем рисовать их на экране. Пишем первую часть функции. Запустим импортированный Pygame, чтобы функции этого движка работали. Затем создадим экран игры разрешением 300 на 200 пикселей. Изменим заголовок экрана игры на название нашей игры. Далее будет идти код, который создает игровые объекты. Например, игрока, противников, уровня, игровую статистику. Мы добавим код здесь в следующих уроках. Переходим ко второй части. Пишем цикл while со значением true. Цикл будет выполняться бесконечное число раз. Все, что находится в цикле, будет выполняться каждый игровой кадр. Если FPS игры 60 кадров, то все, что в цикле while, будет выполняться примерно 60 раз за секунду. Сейчас даже нельзя выйти из игры. Добавим обработку события, которая позволит нам закрыть окно игры. Прописываем следующий код. Теперь пишем команду, которая будет окрашивать экран в белый цвет. Цвет указываем в формате RGB. Наконец, напишем команду, которая будет удалять старый кадр и рисовать вместо него новый. Простейшая игра готова. Она пока далека от игр AAA класса, но следует запастись терпением. Зато в таком простом проекте видна структура игры. Видны 2 основные части. Советую написать позже этот код по памяти. Это развивает память и помогает выучить язык программирования. Надеюсь, это видео было полезным. Ставь лайк и подписывайся. Не забудь проверить полезные ссылки в описании. До встречи в следующих уроках.